you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим планарные внутриканальные наушники от компании 7 Гц, совместно выпущенные в коллаборации с блогером Кринокл и стоимостью $149. Ну и приходят эти наушники в средней по габаритам коробке с очень приятным минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется логотип компании и указано название этой модели, а именно Divine. Ну а здесь уже сзади указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает один планарный излучатель диаметром 14,5 мм. Ну а чувствительность составляет 107 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом. И на раскачку могу сказать вам точно, что это довольно средние наушники. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Большой фирменный кейс для хранения наушников. Набор силиконовых амбушюр. Ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники довольно крупные и выполнены полностью из металла с логотипами компании на лицевых панелях. Но здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и имеется маркировка канала. А рядом еще находится 3 акустических отверстия и присутствует надпись с названием модели этих наушников. Ну а еще одно отверстие для компенсации располагается уже на внутренней части. Ну а звуковод у них имеет длину около 5 мм и диаметр 6,2 мм. Еще он получил выделенный бортик для более надежной фиксации амбушюр и, конечно, был защищен металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах довольно неплохо, но не скажу, что прям супер идеально. Но и сказать, что посадка прям откровенно плохая, я не могу, поскольку они довольно хорошо прилегают к ушам и обеспечивают нормальную звукоизоляцию. А вот комплектный кабель на первый взгляд хоть вроде и неплохой, но вот в удобстве он, конечно, далек от идеала, поскольку он жесткий и довольно часто путается. Поэтому лично я бы советовал вам его точно поменять. Ну а приобрести планарные наушники 7 Гц Divine вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Но вот так выглядит график частотной характеристики планарных наушников 7 Гц Divine. Эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины и последующим довольно аккуратным переходом к области верхней середины, где усиление этого диапазона будет ровно на уровне моего таргета. Да и высокие частоты тут довольно хороши, и они лишь аккуратно затухают после 15 кГц, что для планарных наушников, конечно, не является каким-то рекордом, но такой результат сейчас абсолютно нормальный. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в 7 Гц Divine — это в первую очередь про теплую, плавную и очень гладкую подачу, которая сразу задает общий характер их звучания. Здесь нету желания удивить вас какой-то басхедной мощностью или там сверхтехничной скоростью, а наоборот, бас звучит спокойно, аккуратно и будто намеренно был смягчен, чтобы не давить и не перетягивать все внимание на себя. И для планаров это даже немного нетипично, но именно эта мягкость и формирует их характер, где сабас уходит глубоко, но делает это деликатно и создает такое мягкое атмосферное основание, которое ощущается больше как такая теплая вибрация по трекам, и он придает музыке умеренную глубину, но остается очень сдержанным и без стремления доминировать в своей подаче. Да и мидбас тоже держится вот в тех же рамках. Он округлый, спокойный, с плавной атакой и мягкими очертаниями ударов. И в его подаче здесь точно нету какой-то там дополнительной хлесткости или резкости, которая часто уже встречается у более быстрых и техничных планаров. И такой мидбас словно был встроен в композицию так, чтобы поддерживать ритм, но без лишней какой-то раздутой массы, не выпирая и дополнительно не уплотняя звучание. И благодаря именно такой манере подачи весь низкочастотный диапазон в
Divine воспринимается контролируемым, аккуратно собранным и очень музыкальным. В общем, это, ребята, про теплый, мягкий и умеренный бас, который создает настроение и делает эти планары особенно приятными для такого длительного расслабленного прослушивания, где важнее уже атмосфера, чем какое-то массивное давление или сверхпоказательная текстурность. А вот средние частоты в 7 Гц Divine это уже про теплую и умеренно насыщенную подачу, которая ощущается слегка подсушенной, но при этом остается живой, цельной и очень музыкальной. И вот что действительно меня удивило, что в отличие от большинства планарных наушников, здесь нету попытки уйти в какую-то чрезмерную прозрачность или аналитичность, поскольку середина звучит довольно мягко, чуть округло и будто была слегка сглажена по краям. И вот здесь в каком-то плане Divine напоминает мне вообще подачу планарных наушников LED Shure S08, поскольку Divine тоже не стараются показать вам абсолютно все микродетали, а наоборот, они выстраивают звук в такое плавное и ровное полотно, где главное это естественное течение музыки, где вокальные партии уже подаются с хорошей такой энергией и без намека на какую-либо вялость, но при этом они не яркие и не искусственно подчеркнутые, но имеют достаточный вес, телесность и теплоту, чтобы звучать уже более эмоционально и уверенно. И своего рода это очень такая спокойная и выразительная манера, где голос вокалиста не выпрыгивает вперед, но все равно удерживает внимание своей мягкостью, естественностью и умеренной насыщенностью, а инструменты ощущаются уже более плотными, полноценными и с ощутимым весом, хотя все же текстуры поданы чуть мягче, чем мне бы хотелось, но зато именно это и делает подачу такой более аналоговой и слегка даже ламповой. И в целом середина в Divine звучит так, будто ее специально сделали такой плавной, теплой и чуть округлой, чтобы она как бы связала весь диапазон в единое и цельное звучание. То есть это точно не про максимальную там детализацию и не про аналитический мониторинг, а про музыкальность, уют и мягкую выразительность. А вот высокие частоты в 7 Гц Divine это уже про комфортную, спокойную и зрелую подачу, где все звучит мягко, аккуратно и с легким теплым оттенком. И здесь точно нету ни гонки за сверхскоростью, ни попыток подчеркнуть техничность любой ценой. Высокие частоты здесь были поданы плавно, слегка округло и без добавленной какой-то яркости или искусственного блеска. И они словно не торопятся и не пытаются привлечь все ваше внимание, а наоборот, как будто так ненавязчиво завершают общую картину, подчеркивая ее мягкий и без того аналоговый характер. Но важно понимать, что такие верхние частоты точно не стремятся вытягивать абсолютно каждую микродеталь на первый план или подчеркивать все нюансы, которые порой, кстати, только отвлекают от прослушивания. Они как бы делают звук таким более цельным, спокойным, без резкости и сухости. И такие высокие частоты здесь работают больше на атмосферу, чем на какую-то демонстрацию возможностей планарного драйвера. И именно за счет этого они местами здесь даже мне напомнили именно динамические модели, ибо некоторая схожесть у них тут реально есть. Но зато вот такая подача отлично подходит для прослушивания каких-то старых, плохо записанных или не самых качественных по сведению треков, поскольку Divine не подчеркивают проблемы записей, не усиливают там какие-то шумы микрофонов и не делают музыку более грубой, чем она есть. А напротив, они так слегка сглаживают все шероховатости и края, делая звучание более приятным, округлым и легким для вашего восприятия. В общем, высокие частоты здесь получились теплыми, зрелыми и очень комфортными, и они словно идеально вписываются в общий характер Divine, создавая такое цельное, мягкое и аналоговое звучание, которое можно просто слушать часами и без усталости. Но звуковая сцена в 7 Гц Divine ощущается слегка интимной и уютной. Она точно не сверхгигантская, не открывается в какую-то бесконечную глубину, но при этом она достаточно просторная, чтобы музыка дышала и каждый инструмент чувствовался уже более естественно. И здесь глубина сцены получилась именно умеренной, и вам довольно хорошо слышно, что одни инструменты находятся чуть ближе к вам, а другие уже чуть дальше, но при этом все остается более цельным, и при прослушивании у вас создается такое ощущение, будто вы находитесь сейчас в небольшом помещении с музыкантами, где голос и инструменты рядом, но между ними есть как бы такое небольшое пространство, позволяющее вам различать их позиции и слышать, как они уже взаимодействуют друг с другом. И благодаря этому ощущению
взаимодействия легко воспринимается и ширина сцены, которая очень комфортная, ровная, стабильная, но не слишком узкая и не чрезмерно растянутая, что создает такое естественное, спокойное для вас окружение музыкой, где каждый инструмент остается на своем месте и сцена звучит уже более цельно и музыкально. И в итоге звуковая сцена в Singers Divine создает ощущение такого живого и гармоничного присутствия. Да, она камерная, слегка интимная, но с умеренной глубиной и очень комфортной шириной, где все звучит цельно и сбалансировано, позволяя вам погружаться в музыку, различать слои и детали и при этом слушать долго, наслаждаясь каждой композицией. Ну а вывод у меня получился таков: Singers Divine — это те самые редкие планары с по-настоящему теплым и музыкальным характером, где все подано цельно и очень естественно. Они не гонятся там за какой-то гиперскоростью или безумной техничностью, но создают такое уютное, живое и приятное звучание, в которое хочется просто погружаться снова и снова. И для всех, кто ценит такую комфортную, умеренно эмоциональную и музыкальную подачу, эти наушники я точно могу смело рекомендовать к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!